Ну хорошо, тогда будет или гражданская война, или останется 20 миллионов населения в Украине. Привет всем! Это видео называется «Беспредел», потому что все происходящее другим словом, так чтобы без мата назвать, и не получится. Я хочу начать с этого военкома, который занимался страшными вещами в Самборе, а именно держал человека, ограничил незаконно свободу человеку, угрожал пистолетом, угрожал физической расправой. И что он там только не натворил. Вел себя довольно вольготно. Если посмотреть на это физиогномически, то это просто какой-то конченый хряк, которого, к сожалению, наше государство наделило полномочиями. И в чем же здесь вся загвоздка? Вот он переплюнул одесского военкома. Одесский военком, я уже рассказывал, прокололся чисто на своем жлобстве, начал покупать дорогую одежду, неадекватно, поехала крыша от денег. И многие военкомы, их же сотни в Украине, они очень многие очень запакованы. Но большинство из них что-то здесь, видимо, имеют, потому что так не высовываются. Этот же идиот просто-напросто поставился совершенно на другом. Он косил тоже под бедного, но его выдала вот эта вот человека-ненавистная просто философия жизни. Я вам скажу, чем думают такие люди. Если мы говорим в контексте закона, то они считают, что они и есть закон. Когда копнули про имущество этого персонажа, у него бизнесы, у него имущество, у него новый Land Cruiser, там вот такой вот список, и там официально по неподтвержденным доходам, разница между доходами и расходами там более 100 тысяч долларов. Но люди-то посчитали, что он продал примерно 1000 белых билетов, то есть 1000 примерно белых билетов, стоимостью 10-15 тысяч долларов. Тоже по информации, которую дает пресса. То есть давайте будем считать, человек 10 миллионов долларов, может 15 себе упаковал. А теперь посмотрите, как это ничтожество выпускали из СИЗО. Во-первых, что я хочу сказать. Вот слава Украине в таком контексте, за это нужно язык вырывать. Потому что в этой ситуации это дискредитация этого лозунга и всего того, за что сейчас люди сражаются на фронте. Дальше, если я бы вам не рассказал предысторию, вы бы впервые, вы, наверное, уже просто это видели, и вы впервые бы это увидели сейчас, вы бы подумали, что это какого-то матерого бандюгу выпускают из СИЗО. А это выпускают, друзья, представителя власти. И не просто представителя власти, выпускают человека, который, собственно, по идее, сейчас должен кадры набирать для защиты нашей страны. А по факту, я расскажу вам, что происходит. А по факту этот человек занимается зарабатыванием денег, а между делом кое-как привлекает кадры. А теперь скажите, работает ли сейчас все государство на победу, когда вы вот это вот все смотрите? Вот скажите, напишите свое мнение в комментариях. Мое мнение: не работает. Люди идут зарабатывать деньги в те места, куда вообще не идут в нормальных странах для заработка. Если ты хочешь зарабатывать деньги, открывай бизнес. Или становись профессионалом экстра-класса в какой-то профессии. В профессии военкома нет такого понятия, как профессионал экстра-класса. То есть вы там не заработаете никакие экстра деньги. Но Украина — это страна чудес, где возможно все. Особенно, не даже во время войны, а особенно во время войны. А теперь, плавно продолжая эту тему, вот давайте порассуждаем с вами. Заинтересованы ли вот такие военкомы в том, чтобы завтра наступил мир? Никогда в жизни. Они все будут делать, и кадры так набирать, и саботировать, и черт его знает чем еще заниматься, лишь бы война была подольше. А вы думаете, откуда по крупным городам Украины сейчас непонятно откуда взявшиеся люди, которые двух слов связать не могут, покупают новые машины, покупают квартиры? Вот риэлторы рассказывают в городе Киеве, говорит, там видно, что там ума палата. Но где-то во время войны выцепил бабки. А мои друзья-предприниматели в Украине либо концы с концами сводят, чтобы бизнес просто удержать на плаву, зарплаты заплатить и себе хоть немножко осталось. Либо вообще продают бизнес, либо закрываются, либо оптимизацией занимаются, персонала и всего остального. Так это называется страна, где назад означает вперед и наоборот, как в той песне. Но что мы видим в общественном, так сказать, медиапространстве? Я думал, сейчас сами военные позаписывают видео с осуждением. Нет. Некто бывший командир батальона Айдар дает интервью в такой серьезной комплекции, явно на фронт не собирается. Ничего личного, я комментирую то, что я вижу.
И может он и герой там во времена АТО, я не хочу на человека наговаривать. Я сейчас даю оценку тому, что я услышал. И говорит, надо набрать 500 тысяч или миллион человек быстро, в течение нескольких месяцев мобилизировать. І тоді, ну точно ми от-от скоро победимо. Фактично у нас є два варіанти. Або ми успішно проведемо ще не одну навіть хвилю мобілізації і ще поставимо, власне, в стрій, от одягнемо в піксель мінімум 500 000 людей, що насправді при нашому населенні не така велика цифра. Дуже далека від формулювання «воюватимуть всі». Але якщо ми не поставимо ще хоча б 500 000 бійців, а може і більше, я б сказав так, якби ми могли, наприклад, в межах півроку поставити 1 мільйон бійців в строй, то ми б точно цю війну наступного року закінчили. Навіть от незалежно від всіх інших факторів. Я так сижу и думал, комментировать, не комментировать. А ведь он на полном серьезе делает такие заявления. Он на полном серьезе считает, что в 2023 году живой силой можно победить ядерную державу или вообще кого-либо. Когда уже ежику понятно, что война ведется вооружением, и там миллионы мин, и я не военный эксперт, не хочу давать оценку. Но я точно знаю, что если мобилизировать, тем более за короткий срок, во-первых, это невозможно. Давайте прямо говорить, невозможно. 500 тысяч миллион. Но если так, как это делают ТЦК, вот, а как они делают? Это прямое нарушение всех прав. Когда подъезжает машина, вас 6 человек хватает, могут дать поддых, могут угрожать пистолетом, могут незаконно удерживать. Ну, так, наверное, можно, но только недолго. Потому что через месяц мужчины, которые не хотят, чтобы с ними так обращались, а хотят жить по закону, сами упакуют вот таких вот ТЦКшников. И вспомните мои слова, такие случаи точно в ближайшем будущем будут. Но если посмотреть серьезно на это, что тогда будет? Ну, представим победу, такой, как они видят, военной. Хотя военной победы быть не может ни у одной из сторон. Ну, объективно говоря. Мы с вами не хотели победы Украины военным путем. Но дальше что? Полстраны инвалидов, полстраны ПТСР. Извините меня, уже хоронить негде. Ну, честно, если смотреть на это, я сейчас эту тему сильно не хочу затрагивать. То есть надо же, наверное, думать, что ты говоришь. И журналистам надо думать, что запускать в эфир. И что я вижу дальше? Парень, который воюет, я не знаю его, не помню, вернее, имя, фамилию. Сказали, что это серьезный военный. Записывает ролик, говорит, я хочу сейчас дать рекомендацию, совет, значит, парням в Украине. Если вы не хотите, чтобы вас избили, вы попали в больницу, вы должны признать комплекс меншовартости, вы должны признать, что вы, ну так, между строк, говно, что вы вообще не мужчина, упасть на колени. И тогда военные пожмут вам руку, ну, я имею в виду те, кто воевали люди, и скажут, что, в принципе, живи, ползай, но до конца жизни знаешь, что у тебя комплекс меншовартости, что ты как бы уже хуже украинец, чем мы, потому что мы воевали, а ты нет. Далее он говорит, а если кто-то скажет, что я ж тебя донатил, то такие готовьтесь сразу попасть в больницу, потому что вас будут избивать. Это говорит человек, который и себя позиционирует, и общество его позиционирует. Наверняка он является серьезным военным, с каким-то бэкграундом в плане военной сферы. И который в такой тяжелый момент, когда такая социальная напряженка, когда и так проблемы с этой мобилизацией и совсем на свете, делает такие заявления. А теперь я задаю вопрос. А он понимает, за что он вообще воюет? Потому что он сейчас описал то, что происходит в России. Вот Рамзан Кадыров считает нормальным выложить там куда-то в соцсети, как его сын кого-то избивает, там, другого человека. То есть военный культивирует что? Чтобы избивали тех людей, которых он, по идее, должен защищать и которых он защищает? Или он не понимает и не понял, за что вообще он сам воюет? Или он получил индульгенцию на беспредел? Президент не комментирует. Там в рот воды набрали. Президент вообще, кроме сводки новостей в конце дня, не способен ничего с себя выдавить. И как лидер нации, как отец нации, вообще по-серьезному поговорить с обществом. Это он считает ненужным. Ну хорошо. И мы уже дождались. В Кривом Роге банда, я по-другому не могу назвать, люди, которые были на фронте, они себя позиционируют. Я это вижу банду, не совсем адекватно выглядевшую, по крайней мере их главарь, которые избили там 30, по-моему, велосипедистов в Кривом Роге. Подлетели, видимо, под этим делом, прямо вам говорю, как есть, то, что я увидел на видео, и избили их. А потом этот еще записал видеообращение, что и впредь мы вас будем. Я еще раз спрашиваю, вы понимаете, за что вы воевали и воюете? И Украина вообще воюет, все люди воюют, и другие донатят, и каждый, что может, то делает.
вы понимаете, что мы сражаемся против такого, что вы сейчас делаете. Это и есть русский мир. Потому что такие люди, пусть они будут трижды заслуженными. Если такое делать на гражданке, а там, поверьте, там не ПТСР. Там просто люди, пользуясь ситуацией, получили, как они считают, получили право избивать других на улице, и им за это ничего не будет. Они же воевали. И они бравируют одним. А ты воевал, а мы воевали. Ну, давайте тогда 1 миллион человек, которые за время войны побывают в лавах ЗСУ, придут и убьют остальных 29 миллионов человек, которые, может быть, будут жить в Украине. Хотя, поверьте мне, глядя такие видео, все нормальные люди уедут. Никто не захочет жить в Украине, где тебе рассказывают, что у тебя какой-то комплекс меньшевартости, просто потому что ты не воевал, потому что кто-то там так подумал. Эти вообще взяли уже то, что первый рассказывал, вторые взяли уже и сделали, потом еще в Инстаграм спокойно записывал, угрожал, что мы и дальше будем так с вами поступать. А дальше что? Вот президент это смотрит, другие там великие, в кавычках, вот они смотрят, а дальше что будет с Украиной? Давайте устроим Махновщину. Давайте гражданскую войну доведем. Мне сложно представить, чтобы, скажем, после Второй мировой войны, после победы над нацизмом, люди себя вот так вот вели. Нет, когда психика у кого-то сломана, это отдельные частные случаи, это нельзя брать во внимание, этим бравировать. Но пока война даже не закончилась, а каждый день такие вот сообщения поступают, такие видеообращения записываются. Самое главное, этим людям государство не объясняет спокойно, я не говорю в тюрьму кого-то, не дай бог, сажать, сказать, что ты не прав. Потому что мы отстаиваем другие ценности, которые, кстати говоря, мы декларируем в Америке, в Белом доме, в Сенате. Зеленский приезжает. Вы если такое покажете в Америке, что военный говорит, что мы там кому-то будем убивать или признавай навеки, что ты какой-то не такой, на этом, поверьте мне, если по-серьезному, любая помощь сразу закончилась бы. И диалог бы закончился. И в Польше такое же показать, и где бы то ни было. Это могут себе позволить, например, вагнеровцы. То, что они и делают, в принципе, такое же. Бегают там по России и кричат, я ж воевал, гранаты во дворах бросают, мужикам морды бьют обычным. Вот это уже все в России есть, это вот оно и есть. А теперь люди, которые говорят, что защищают Украину, просто-напросто культивируют такие же вещи. Да, самое важное. Безусловно, тот, кто не воевал, должен тому, кто воевал. 100%. Если есть финансовая возможность, после войны, я не знаю, финансировать психологическую помощь, физическую реабилитацию, все, что человек себе может позволить. Государство должно навалить социалки. Я тут свою программу в этом плане рассказывал. Льготная ипотека, там по налогам моменты, много-много чего другого, медстраховку и все остальное. Безусловно, да. А скажите, вот по поводу первого военного, который высказывался, а как он себе представляет, что он или другие ребята, которые воевали, идут в городе, и тут подскакивает мужик, который не воевал, и такой, я тебя донатил, ты там что? Кто в здравом уме будет предъявлять военному, который воевал? Я имею в виду человек, который не воевал. Что он может предъявить, кому это вообще придет в голову? Я пока читаю, что все глаза опускают, кто не воевали, при виде тех, кто воевал. В принципе, ну не знаю, опускать не опускать, поблагодарить за службу нормально. А то, что эти люди рассказывают, и уже не только рассказывают, а уже и делают, ну давайте посмотрим, куда это заведет. Надо почитать историю немного, как это было. И все-таки руководствоваться здравым смыслом, отбросить эмоции и отбросить дурость. И главное, отбросить русский мир отсюда. Если мы воюем, это война идеологии, а не просто за территорию. Если это война за территорию, надо просто объявить, что это война за территорию, а в принципе в Украине будет так, как в России. Ну, Зеленский в принципе так все и старается делать. Но по факту уже и другие сигналы, как мы видим, поступают. Поэтому еще раз, я благодарен и помогаю как могу всем тем, кто на фронте. Но вот такая вот идея и такие вот посылы в общество и действия, когда кто-то кого-то избивает, когда военные поднимают руку на гражданских, это уже кранты. Потому что для всего такого есть государство, которое тоже поступает по беспределу. И что творят ТЦКшники? Меня просто удивляет одно, в завершение хочу сказать. А почему у этих таких ребят нет претензий к такому военкому? А почему у этих ребят нет претензий к коррупционерам, которые пилят каждый день? Вы там не хотите никому навесить комплекс меньшевартости, может избить, поугрожать, что кто-то попадет в больницу? Я не призываю, я просто задаю вопрос. То есть, как гражданскому человеку, который, скорее всего, слабее, ну, так, 80%, не все, точно говорю, но 80% или просто
Да вообще, почему гражданскому конфликтовать с военным, я вообще ума не приложу. Ну так как это в их мыслях. Скорее всего, провоцирующая сторона будет со стороны военных, что мы видели в Кривом Роге. Вы не хотите зайти к чиновникам, к высоким рангам, к местной власти, к центральной власти. Вы не хотите спросить, куда тратятся деньги на стадионы, когда вам же нечем воевать, когда вы теряете конечности. Ну, наверное, там можно по жопе получить. Может, еще СБУ в гости заедет и все остальное. Я знаю, в СБУ создан специальный отдел, который этими вещами занимается. А гражданских можно велосипедистов, вот таких вот, можно толпой, кто они, самбисты в Кривом Роге были, подлететь и избить. Так, по-моему, таких же людей нанимали банда Януковича на антимайдане бить протестующих мирных и немирных, но тех, кто за демократию вышли на Майдан 10 лет назад. Там вот таких ребят примерно нанимали. Так может быть, то есть все равно, на самом-то деле во главе угла не идея, а просто возможность реализовать себя таким образом. Извините, если кому-то это кажется грубым, но я по-другому просто это не могу объяснить. Я просто не понимаю, почему чиновники всегда выходят и политики сухими из воды, и им никто и ничего не угрожает. А гражданских избивают и угрожают, что, и в принципе говорят, что все, ты уже полугражданин какой-то будешь после войны. Ну хорошо, тогда будет или гражданская война, или останется 20 миллионов населения в Украине. Пенсионеры, обслуга олигархов и чиновники, которых там у нас больше миллиона в стране. Все, такую страну хотим. Я так просто высказал свое мнение. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Поставьте лайк, колокольчик, кому понравилось. Обязательно жду ваш комментарий. Пока.